Да, я хочу рассказать о своем видении международных отношений. Может быть, не столько о своем, сколько то, как я заметил, некоторые неправильные видения международных отношений у тех, кто ими занимается, у тех, кто их изучает. Нам всем кажется, когда мы слышим международные отношения, что это что-то такое заоблачное, запредельное, такая большая политика, дело государств, как правило, крупных государств, крупных международных организаций. В общем, простому смертному там делать нечего. И попасть туда очень-очень трудно. Я хочу привести несколько примеров, показывающих, как простые люди добивались в международном взаимодействии того, что не удавалось государству, того, к чему стремились государства, и, извините, обламывались. А вот мы с вами, простые люди, точнее такие же, как мы с вами, значит и мы с вами тоже, достигали успеха в определенной сфере. Я хочу привести примеры из трех сфер международного взаимодействия, которыми я, собственно, сам занимаюсь, в смысле исследую, преподаю. Это международный культурный обмен, это международное сотрудничество по вопросам развития интернета и это международная охрана интеллектуальной собственности. Точнее, могу привести примеры из этих трех сфер, посмотрим, что будет со временем. Сколько приведу, столько приведу. Начнем с международного культурного обмена. Вот эта вот самая картинка, которая здесь сейчас появилась, иллюстрирует то, что мои студенты, когда я прошу их подготовить на семинар доклад на любую тему, которая им кажется важной для международного культурного обмена, мне приносят. Приносят они, как правило, какой-нибудь доклад о двусторонних культурных связях одного государства и другого государства. Это, конечно, очень важно. Государства этим занимаются. У нас в Российской Федерации первое приложение к концептуальному внешнеполитическому документу, к концепции внешней политики, это как раз приложение, посвященное основным направлениям участия Российской Федерации в международном культурно-гуманитарном сотрудничестве, что говорит о важности этой сферы международного взаимодействия для нашего государства. Но государства, когда в это направление входят, когда они туда, в сферу культуры, влезают на международном уровне, они устраивают вот такие вот дни культуры. Рассказывают часто мне студенты, я в Санкт-Петербургском университете работаю, о днях культуры Германии в Санкт-Петербурге. Они проходят время от времени в этом городе. И я всегда после такого доклада спрашиваю группу: ребята, а кто слышал вообще о днях культуры Германии в Санкт-Петербурге вот до этого доклада? Человека 2-3 поднимают руку, как сейчас. Вот сейчас тут тоже 2 человека, у меня уже 4. Народ побольше тут все-таки. У меня в группе не больше 20 человек бывает. Спрашиваю, а кто бывал на мероприятиях Дней культуры Германии в Санкт-Петербурге? Тут, как правило, никто. Это говорит о том, что государство пытается что-то делать. Немецкая сторона пытается принести какие-то немецкие культурные ценности, показать достижения немецкой культуры в России, а это проходит незамеченным даже для тех, кто избрал вот эту сферу международного культурного обмена своей специальности, своей профессии. Или рассказывают о деятельности какой-нибудь важной такой государственной или окологосударственной организации. Я тут привел пример Британского совета. Вчера мы уже о нем вспоминали. Хорошая организация, согласен. Много полезного делает. Распространяет британскую культуру, в том числе и в России. Но опять-таки, когда задаешь вопрос группе, у нас в университете, как вам вчера рассказывали, очень много студентов иногородних, действительно очень большое количество, выясняется, что эта организация действует только в крупных городах, и люди из регионов о ней просто не знают. А это, между прочим, основной проводник внешней культурной политики Великобритании. Ее деятельность проходит мимо нас, мимо нашего общества. А кому же удается принести немецкую культуру и британскую культуру в Россию? Тут я всегда показываю, например, вот это. Кто из вас не слышал группу «Рамштайн»? Ничего себе, 2 человека нашего, представляете себе? Никогда не видел таких. Я думаю, что многие из вас не просто слышали, но знают о том, что вот у них тут концерты на днях состоятся в России. Может, кто-нибудь даже пойдет. То же самое, если говорить о британской культуре. Джон Роулинг. Все читали Гарри Поттера. Те же самые 2 человека не читали.
Больше. Но очереди выстраиваются у книжных магазинов, когда выходили новые книги о Гарри Поттере. Простые люди действительно приносили современную немецкую, британскую культуру в Россию без помощи государства. Абсолютно. Им это удавалось гораздо лучше. А если говорить о международном культурном обмене, можно вспомнить еще один сюжет. Молодежные субкультуры у меня распространены. У меня изображены. Молодежные субкультуры распространяются по всему миру, зарождаясь в одной стране. Появились когда-то в Великобритании скинхеды. Британские скинхеды сейчас выглядят точно так же, как выглядят американские скинхеды или наши российские скинхеды. Ведут себя так же, одинаковые ценности исповедуют. Как распространяется эта культура по всему миру? При помощи государства? Да нет, часто даже вопреки ему. У нас Ольга сегодня уже говорила о том, что даже попугай в вороне очень легко может опознать год. Не то, что любой человек из любой страны, готы данные везде готы одинаковые, в какой бы стране ни жили. Но, собственно, хватит о культурном обмене. Понятно, что вот многое здесь не удается государству, но удается нам, простым людям. Перейдем к следующей теме, которой я занимаюсь, международное сотрудничество по вопросам развития интернета. Интернет когда-то начинался как государственный проект, американцы его начинали как свой оборонный проект, но американцы уже в 1983 году поняли, что интернет вышел из-под контроля, он совершенно не служит их оборонным целям, а служит тому, что люди, которые, может быть, даже не любят Америку, в разных концах света начинают общаться, и это общение проходит не просто не в интересах США, а иногда даже вопреки интересам США. Они тогда вывели часть интернета себе в оборонных целях, назвали его Милнет, а остальное пусть оно развивается как хочет. Оно стало развиваться как хочет, знаете, для чего это развивалось? Ну, собственно, знаете. Уже в 1999 году, когда антиглобалисты выступали в Сиэтле на саммите ВТО, точнее не на саммите ВТО, а блокируя саммит ВТО, выступая на улицах, тем самым мешая его проведению. Или в Буэнос-Айресе, пикетируя Буэнос-Айресскую биржу, или в Лондоне, или в Милане. Знаете, как они собирались, почему им удались эти пикеты? Потому что они собирались, организовывали их в интернете, они списывались по электронной почте, договаривались о том, что вот там-то встретится эта самая толпа в такое-то время, и полиция их не ожидала. Для полиции было сюрпризом, что вот эти вот люди, которые писали «мы повсюду», и они действительно приходили отовсюду и ниоткуда, никакое государство не могло их контролировать, потому что они находятся везде и нигде конкретно. Собственно, знаете, это вообще черта интернета, что многое в нем находится вроде как везде и конкретно нигде. Видели когда-нибудь сайт «Кавказ-центр», может кто-нибудь интересуется политикой, сайт чеченских сепаратистов? Его регулярно закрывают, он в одной стране появится, вот он закроют по запросу наших правоохранительных органов, он в другой стране появится, на другом жестком диске другого сервера совершенно сразу же, буквально на следующий день. Где он находится? Вот постоянно. Он находится на сотнях флешек у сотен людей по всему миру, и нигде конкретно, нигде не локализован. Никакое государство не может его контролировать. Ну, собственно, как и многие другие проекты. Государства, между прочим, пытаются как-то управлять интернетом, специальные международные организации создают, только что ничего у них не получается. А управляют интернетом простые люди. Вот часто говорят о том, что вот эти ребята, создатели Google, Сергей Брин и Ларри Пейдж, они управляют интернетом, они определяют, как интернет развивается дальше. Говорят о том, что Марк Цукерберг, основатель Фейсбука, вот он вроде бы управляет интернетом. Он такой создал интернет в интернете, что вроде бы за его пределы выходить не надо. Но мне кажется, вот тут нужно упомянуть совсем другое имя. Я бы здесь упомянул Павла Дурова. То, что не удалось Цукербергу создать интернет в интернете, удалось, по крайней мере, в рамках русскоязычного сегмента интернета, вот этому простому парню. Это то, что он создал, это не просто интернет в интернете. Когда мы заходим на Facebook, мы не все там можем сделать, что раньше делали в большом интернете. Люди, которые пользуются Фейсбуком, они смотрят видео на Ютубе, загружают его туда, они ведут микроблог в Твиттере, а ВКонтакте мы можем сделать все, что раньше делали где-то там далеко. Когда мне нужно было узнать что-то вот в этой замечательной гостинице, где мы находимся сейчас, я не пользовался никаким гуглом, я зашел в ВКонтакт, поискал там группу соответствующую, все, что мне нужно, узнал о гостинице «Жемчужина». В общем, все можно сделать. И знаете, в чем особенность? Вот этот интернет, созданный Павлом Дуровым, он централизованный. Есть один центральный сервер, на котором хранится вся история нашего взаимодействия. И благодаря этому нашим взаимодействием в интернете кто-то может управлять. Это давно пытались сделать государство, это пытаются сделать государство. Они это сделать не могут, вот он смог.
Ну, по интеллектуальной собственности не успел. Но у меня там тоже есть масса примеров, показывающих, что людям часто удается многое из того, что пытаются сделать государство на мировой арене, и у них не получается. Мы с вами можем много, мир и тому видят. Спасибо.